Представители знака зодиака Рыбы. Рыбы и рыбки, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, события до конца июня 2023 года. Что придет, что уйдет? Вот такие конкретные вопросы давайте зададим. И вы люди очень интуитивные. Я так думаю, что как раз вот эти образы карт метафорические, они, пусть это и не метафорическая колода, это Таро иллюминаты, но много символики. И я так думаю, для себя или решите, может быть, какой-то вопрос, или подсказку ваша душа, ваше шестое чувство вам даст, может быть, как что-то завершить, или на правильное направление укажет. Вот давайте мы возьмем период последней декады июня, небольшой период, 10 дней. И первую карту, так и назовем, вопрос зададим. Что придет в эти 10 дней для представителей знака зодиака Рыбы? А что уйдет? Может быть, мы что-то завершим и можем порадоваться. И вот как раз, чем дело кончится, а чем сердце успокоится. Вот такие итоги мы подведем, попробуем, по крайней мере. Что от нас скрыто? Такую карту достанем. И 3 карты события. Может быть, это что-то одно. А возможно, это и 3 разных каких-то направления. Итак, что же придет? Карта усталости. И вообще, брось-ка ты эти 10 жезлов. Вот о чем в первую очередь нам говорит эта карта. Может быть, буквально усталость от работы, потому что приходится заниматься сразу несколькими делами. Или это на вас, мои дорогие рыбы и рыбки, вы люди чаще безотказные, и вы входите всегда в положение человека. Вы можете впрячься буквально в какую-то работу по вашему месту службы или то, чем вы занимаетесь. А у кого-то мы и дома можем впрячься точно так же в эти 10 жезлов. Но как будто на повестке дня у вас что-то более важное для вас самих. И первое значение нам говорят упорядочить режим труда и отдыха, раз. И не включаться в какую-то многозадачность. Мы себя словно обесточим, можем упустить для себя что-то важное. Вот как будто для того, чтобы сконцентрироваться на своих задачах, совершенно необходимо быть ресурсному. И нам человек, обратите внимание, показан, который прилично одетый, я надеюсь, видно, но тащит почему-то вот эти 10 жезлов. И если бы на какой-то момент он остановился и дал себе хотя бы возможность вздохнуть или передышку сделал, бросил бы на какой-то момент эти 10 жезлов, вот встал так и осмотрелся, ведь наверняка он бы увидел какую-то непонятно облезлую башню и подумал, а зачем я туда вообще иду? И зачем я тащу эти 10 жезлов? А надо ли мне этим заниматься? Вот такие вопросы в последнюю декаду июня для вас будут наиболее актуальны. Мы не должны себя словно обезоружить какой-то усталостью. Нам не хватит часов в сутках выполнить какую-то работу. Хотя карта говорит о том, что каково бы ни было напряжение, может быть и физическое, может быть и нервное где-то напряжение, но здесь все-таки больше нам про физическое говорят. У нас хватит вытянуть буквально эти 10 жезлов. Мы дотянем вот до этой башни. Но а нужно ли? Может быть, делегировать кому-то ту работу, которая рутинная, ту, которую может сделать кто-то другой. Ну, давайте мы спросим, что уйдет? Интересно, 10 кубков. Ну, значит, как-то мы из 10 жезлов плавно перейдем в 10 кубков. Есть возможность решить какую-то проблему, вопрос. Или, может быть, мы завершим вот эти все многие дела или какой-то режим многозадачности и буквально сможем отдохнуть. Какое-то дело мы словно завершаем. И вы знаете, для кого-то ведь сами по себе 2 десятки, мои дорогие рыбы и рыбки, может проиграться. Что придет? Каких-то много, может быть, забот, которые мы на себя берем. Или, правда, вот тот режим многозадачности, который я озвучила, а уходит какой-то, ну, буквально как переезд, может быть, смена места жительства или то, что вы планируете. Какие-то перемены в личной жизни вашей могут проиграться с вашими партнерами. Может быть, и где-то утрачено взаимопонимание с теми людьми, которые наши близкие или любимые. Правда, вот почему-то
это как бы не может уйти, но значит, как будто нам придется заново решать вопросы. К примеру, где мы будем проживать, вопросы своего окружения. Может быть, на какой-то период, может быть, вы поездку планируете, и много вопросов вам приходится решать. Или мы меняем работу, и тоже мы вынуждены уделять больше внимания тому месту службы, где мы теперь находимся. Или, может быть, вы перешли в какую-то работу на дому, и вы уже не видите, правда, это сложно работать на дому. Это непонятно, где я, вот на работе сейчас или я дома. И вот это смешение, да, нам не дает полноценно как и работать часто, так и отдыхать. И многие, точнее, ну, по крайней мере, не все, могут плавно вписаться вот в эту удаленку, которая находится дома. Тоже себя как будто организовать на режим труда и отдыха приходится. И поэтому, видимо, нужно будет важным где-то правильно выстроить взаимопонимание со своими близкими, родными. Но все равно так или иначе есть какая-то ситуация, которую мы как будто завершаем именно, может проиграться либо по личной жизни, либо у кого-то проиграется как возможный переезд или смена места жительства. Чем дело кончится? Вообще ни дело не кончится, все только начинается. Мы как будто проходим, знаете, как пороговую территорию. Вот через этот порог мы перешагиваем, нас может штормить. Знаете, это как, когда мы двери открыты, а если вдруг где-то открыто окно, это своеобразный шторм, сквозняк. Мы назад уже не пойдем, а что там впереди непонятно. И вот эта турбулентность какая-то в момент перехода может быть. Это правда начало, когда мы сдаем экзамен и переходим на новый уровень. У кого-то буквально вы сдаете экзамены сейчас, и перед вами новые перспективы открываются. Так вот, чем дело кончится? Новыми перспективами. Когда мы готовы чему-то обучаться, начиная от языков каких-то, может быть, иностранных или сфера IT, тоже язык программирования, Python вы будете учить, или какой-то другой язык будете изучать. Может быть, самостоятельно вы будете это делать, может быть, на курсы пойдете, или в какое-то учебное заведение вы поступаете, или просто вы вынуждены обучаться, потому что приказы, законы поменялись, тоже нужно пересмотреть, переделать. Руководство поменялось, все вообще новая метла по-новому метет. Есть элемент обучения, и нам говорят, все только начинается. Но вот как будто, чем бы вы ни занимались из всего, что я перечислила, но это далеко не все, у каждого свое. Мы в последующем мы сделаем, знаете, хорошую карьеру и заработаем хорошие деньги. Все-таки пентакли, поэтому, проходя какой-то жизненный отрезок или какой-то жизненный интервал или жизненный экзамен, мы сдадим его успешно, и перед нами открываются новые перспективы. В последнюю декаду июня мы словно на низком старте можем быть. И правда, тут просто могут пройти, как и физическое напряжение, может быть, приходится решать какие-то вопросы, связанные с переездом, или уделять внимание больше или своей работе, или вот этому обучению, или когда мы узнаем что-то новое, мы словно готовимся перед прыжком каким-то. И у каждого по-своему. Больше просто, знаете, вот почему нам выпадает десятка кубков, что уйдет. Конечно, это не уйдет. Но то, что времени мы будем, наверное, меньше или может у кого-то проиграться, когда словно нам, ну, не до какой-то любовной истории, что-то другое, наиболее важное, как пульсирующая точка стоит на повестке дня, и я должен или должна с этим разобраться. Безусловно, есть ваш интерес в каком-то деле, причем, наверное, такой, который, как вот нам показан адепт, который что-то изучает с упоением, он мысленно где-то в другой словно реальности. Вот вы можете быть словно в другой какой-то плоскости ваших измерений или осуществлений вашей мечты, намерения. И здесь просто все остальное может отойти на второй план. Вот есть что-то, что сейчас наиболее важно для вас. Чем сердце успокоится? Ну, все-таки есть у нас люди, как минимум один человек. Видимо, личная жизнь может отойти для кого-то из вас временно, может быть, на какой-то второй план. Или у кого-то может проиграться смена партнера. Почему нет? У кого-то это будет связано с переездом. Но есть эта карта любви. И это не про страсть, а как будто про двоих, которые понимают друг друга без слов. И, наверное, как на каком-то вашем пути жизненном
Если вы имеете такого человека, то это будет очень здорово, прекрасно, потому что это своего рода поддержка. Это когда мы не должны говорить много слов и что-то долго объяснять, доказывать. Человек просто понимает нас. Он с нами на одной волне. И словно вот такой союз. Кадуцей, который изображен вверху карты, благословлен на небесах. Мы можем, кстати, встретить такого человека. Или, может быть, какой-то, решая вопросы по делам, мы, ну, как дружба какая-то состоится. И есть взаимопонимание, может быть, которое имеет начало с решения каких-то других вопросов. Не про любовь с первого взгляда, а как будто людей что-то объединяет. Но это надежно, это то, чему можно доверять. Вот какие-то такие отношения, сердце успокаивается. Ну, какой-то пересмотр может быть у вас, мои дорогие рыбы и рыбки. Давайте мы узнаем, а что же скрыто. Праздник после победы. И я могу допустить, у каждого тут совершенно разная ситуация. Но праздник после победы, когда 4 жезла, это, знаете, как дом может поиграться, переезд, опять же, или вообще смена вашей деятельности с переездом и вообще где-то очень далеко. Но будет праздник, и карта наперед нам говорит: то дело, мои дорогие рыбы и рыбки, которым вы горите, все-таки жезлы, огненная энергия. Это мы что-то хотим осуществить. У нас точно получится. Будет праздник. Но, видимо, еще на конец июня вы не видите какую-то свою победу. Поэтому просто продолжайте, как изучать что-то или двигаться в том направлении, в котором вы уже что-то начали. Будьте внимательны к режиму труда и отдыха, не включайтесь во все задачи, иначе вы себя обесточите, не хватит сил попросту на какой-то ваш проект, на ваше дело, на вас самих. Вот такого быть не должно. Поэтому делегируйте какую-то рутинную работу тем, кто может сделать ее сам. Может быть, вас попросить проще. Вы еще и люди надежные. Попроси и потом забудь про это. И знаешь, что вы это сделаете. А вот нет, вот тут как-то надо себя поставить на первое место, потому что должен быть праздник. Что-то очень важное на повестке дня. Давайте события. Еще одна десятка. Какой-то вы итог подводите. И правда у кого-то какие-то поездки, переезды или смена работы, смена сферы жизни, деятельности, может быть, сфера вашей личной жизни тоже подвергнется каким-то переменам. Все-таки завершение, об этом нам говорит карта. И если какой-то период мы были в каких-то разочарованиях, может быть, нам приходилось терпеть какую-то ситуацию, которую мы не могли исправить, мы были словно обездвижены, нас это где-то разрушало изнутри. Но вот теперь мы точно подведем итог. В конце июня вы вздохнете свободнее. Но не для того, чтобы, мои дорогие рыбы и рыбки, чтобы расслабиться, а для того, чтобы старт буквально сразу взять на будущее. И повторюсь, я вот говорила, наверное, как шторм какой-то, да, когда мы находимся на пороге, дверь открыта, и где-то, может быть, еще окно, да, вот это состояние, когда мы на какой-то момент можем замешкаться, но это только на какой-то момент. В последующем мы должны выбрать какие-то правильные ориентиры. Мы не должны пытаться в 7 направлениях, 7 кубков нам показывают, да, мы не должны пытаться сделать сразу все 7 дел или успеть в 7 каких-то ролях проиграть или в 7 направлениях проучаствовать или куда-то съездить, отправиться. Нет, часто семерка – это по нумерологии карта статики, когда мы должны взять передышку. Это совершенно необходимо для того, чтобы с чем-то определиться. Потому что уставшие люди делают ошибки и нам показывают, конечно, человек с воодушевлением. Он как будто встал и вот так вот: вау, как здорово, сколько передо мной перспектив открывается, правда? Вот что-то такое у вас будет, которое приходит вместо десятки мечей, вот каких-то разочарований. Но знаете, чтобы не было у нас какого-то финансового минуса, мы не должны в чем-то буквально потратить деньги куда не надо. Или начать кому-то, или продолжить помогать. Как-то посчитать свои финансы. К финансам будьте аккуратны. 5 пентаклей. Это карта, ну, все-таки, когда недостаток финансов. Или
недостаток взаимопонимания. Поэтому где-то важно быть на своей волне, быть ресурсному, просчитать буквально от начала до конца. И даже если кому-то не нравится, что вы отказываете, например, в финансах или в какой-то поддержке, или в какой-то... Могут быть какие-то споры, правда, с учетом, причем, ну, извините, я вижу, что даже в семье могут быть какие-то споры, или среди ваших близких могут не разделять какие-то ваши взгляды, но карта нам говорит, что ну, как-то все равно, значит, как будто вообще какая-то другая история. Или уделить внимание вот своим каким-то приоритетам, то, что у вас сейчас стоит на повестке дня. Я в первую очередь имею в виду тех рыб и рыбок, которые сейчас своим каким-то проектом заняты или действием каким-то. Не в позиции ожидания, а когда есть у вас какая-то цель, которую вы хотите осуществить. Так вот, на волне этой цели оставаться и вместе с тем быть достаточно отдохнувшим для того, чтобы быть более рациональным, не совершить какой-то ошибки и получить вот этот самый праздник после победы. По-разному. Какие-то могут быть и сложные ситуации, но как будто в любом случае рыбы и рыбки выруливают на обгон очень успешно, даже если приходится где-то сказать, причем в спокойной форме, то, как оно есть. Вот есть завершение, посмотрите, 3 десятки, и есть тот процесс перехода к новой какой-то реальности. Но ведь это всегда какая-то самореализация. И даже если какая-то ваша, мои дорогие рыбы и рыбки, какая-то ваша личная история, но не срослось, ну не получилось, ну потеряли вы это взаимопонимание, а вы знаете, у вас на повестке дня какой-то очень душевно теплый союз будет. Значит, может быть, сама Вселенная вас уводит от каких-то проблем. Отпускайте все то, что уходит из вашей жизни. Не удерживайте ничего. 3 десятки, повторяюсь. Перекладывайте на себя и будьте счастливы и любимы всегда.